Есть черная дыра, которая тяжелее Солнца в 66 миллиардов раз. Есть облако водяного пара, в котором в 140 триллионов раз больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых. И есть структура настолько огромная, что ученые до сих пор не уверены, существует ли она на самом деле. Сегодня самые огромные объекты во Вселенной. Поехали! Это самый крупный объект пояса астероидов между Марсом и Юпитером. Ее диаметр составляет около 950 километров. Это примерно как длина Великобритании с севера на юг, только свернутая в шар. При этом на нее приходится почти треть всей массы пояса астероидов. Остальные миллионы обломков делят между собой оставшиеся 2/3. Церера настолько крупная и настолько круглая, что ее официально считают не просто астероидом, а карликовой планетой, единственной такой в поясе астероидов. Если бы ты решил обойти ее по экватору пешком, на это ушло бы больше месяца без остановок. Открыл Цереру итальянский астроном в самом начале 19 века, и первое время ее вообще считали полноценной планетой. Только спустя десятилетия статус понизили до астероида, а в 2000-х годах повысили обратно, но уже до карликовой планеты, в ту же категорию, что и Плутон. Позже автоматическая станция НАСА обнаружила на поверхности Цереры яркие соляные отложения и признаки возможного подповерхностного океана рассола. А значит, вопрос о том, может ли там существовать хоть какая-то простейшая жизнь, все еще открыт. Особенно много таких соляных пятен нашли в кратере Аккатор, и споры о том, вызваны ли они именно криовулканической активностью, продолжаются до сих пор. Дальше всех планет, дальше Плутона, вокруг всей Солнечной системы простирается облако Оорта. Оно начинается в триллионах километров от Солнца и, по некоторым оценкам, простирается на 15 триллионов километров. Это гигантская сферическая оболочка из ледяных обломков, оставшихся с момента формирования Солнечной системы. Именно оттуда к нам иногда прилетают долгопериодические кометы. Формально это последняя граница гравитационного влияния Солнца, и внутри нее помещается вся остальная Солнечная система целиком, как маленькая точка в центре. Само облако Оорта никто никогда не видел напрямую. Оно было предсказано теоретически еще в середине 20 века голландским астрономом, просто исходя из траектории движения комет. Несмотря на огромный объем, вещества там очень мало. Вся масса облака Оорта, по оценкам, составляет всего в несколько раз больше массы Земли, просто рассеянной на невероятном расстоянии. Именно на этой границе гравитация Солнца окончательно уступает место межзвездному пространству. Ученые разделяют облако Оорта на внутреннюю, более плоскую часть и внешнюю, полностью сферическую оболочку. И именно из внешней части, как считается, к нам иногда залетают кометы с периодом обращения в тысячи лет. Юпитер. Это самая большая планета Солнечной системы, и разница огромная. Его диаметр примерно в 11 раз больше земного, а масса больше, чем масса всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых, умноженная на 2,5. Чтобы заполнить объем Юпитера, потребовалось бы примерно 1300 планет размером с Землю. При этом сам Юпитер все равно меньше своего главного конкурента в этом списке – Солнца, которое больше него еще в 10 раз по диаметру. У него уже насчитали больше 90 спутников, и это число продолжает расти с каждым новым обзором неба. Большое красное пятно Юпитера, гигантский шторм больше диаметра Земли, бушует уже несколько столетий подряд и до сих пор не думает успокаиваться. Гравитация Юпитера работает как своего рода щит для внутренней части Солнечной системы, отклоняя или захватывая часть комет и астероидов, которые иначе могли бы долететь до Земли. Радиационные пояса вокруг планеты настолько мощные, что незащищенный космический аппарат вышел бы из строя за считанные часы пребывания рядом. Кстати, само большое красное пятно постепенно сжимается уже несколько десятилетий подряд, и никто не знает наверняка, исчезнет ли оно когда-нибудь полностью или просто стабилизируется на меньшем размере. Спутник Юпитера Ганимед больше, чем планета Меркурий. Это делает его крупнейшим спутником во всей Солнечной системе, крупнее, чем некоторые полноценные планеты. Его открыл Галилей еще в 1610 году, и именно это открытие впервые показало, что вокруг других планет тоже могут вращаться свои спутники. Ученые предполагают, что под ледяной поверхностью Ганимеда скрывается целый подземный океан, возможно, содержащий больше воды, чем все океаны Земли. И все это спрятано под ледяной корой толщиной в сотни километров. Ганимед – единственный спутник в Солнечной системе, у которого обнаружено собственное магнитное поле. А значит, где-то глубоко внутри у него, вероятно, есть жидкое металлическое ядро. Сочетание подземного океана и собственного магнитного поля делает Ганимед одним из самых интересных кандидатов в поисках условий, хотя бы отдаленно пригодных для простейшей жизни, даже несмотря на ледяную и промерзшую поверхность.
Телескоп Хаббл даже зафиксировал у Ганимеда слабые полярные сияния. Еще одно прямое подтверждение того, что у этого спутника действительно есть собственное магнитное поле, а не просто отраженное поле Юпитера. За пределами Солнечной системы планеты вырастают еще больше. Экзопланета GQ Волка-B, обращающаяся вокруг звезды GQ Волка, примерно в 2,5 раза больше Юпитера по радиусу. Это уже почти граница, за которой планета перестает быть планетой и начинает превращаться в звезду. Ученые до сих пор спорят, стоит ли вообще считать такие объекты планетами, или правильнее называть их несостоявшимися звездами, которым не хватило массы, чтобы зажечься по-настоящему. Ведь граница между большой планетой и маленькой несостоявшейся звездой на деле очень размыта. Заметили ее еще в 2000-х годах, но статус полноценной планеты за ней официально закрепили только спустя более 10 лет после открытия. Настолько сложным оказался сам процесс классификации. Она обращается вокруг своей звезды на огромном расстоянии, куда большем, чем любая планета Солнечной системы от Солнца, и именно это отчасти помогло ее вообще обнаружить и разглядеть напрямую. Молодые и еще не остывшие экзопланеты, вроде этой, светятся в инфракрасном диапазоне гораздо ярче старых, что и позволяет астрономам находить их напрямую, а не только по косвенным признакам. Кольца Сатурна выглядят тонкими и хрупкими, но их видимая часть растягивается почти на 280 тысяч километров в ширину, а разреженные внешние слои по некоторым оценкам простираются еще дальше. Это крупнейшая кольцевая система, которую мы можем наблюдать напрямую, при этом их толщина составляет всего несколько десятков метров. Если бы кольца Сатурна были листом бумаги толщиной в 1 мм, их ширина растянулась бы на несколько километров. С Земли в хороший телескоп их видно даже без специальной подготовки, и именно кольца когда-то первыми выдали в Сатурне что-то необычное. Состоят кольца в основном из водяного льда, с небольшой примесью каменной пыли, а между отдельными кольцами есть заметные разрывы, которые возникают из-за гравитационного влияния небольших спутников, буквально расчищающих себе дорожку в этом кольцевом мусоре. Несмотря на впечатляющую ширину, суммарная масса всех колец довольно скромная, значительно меньше массы Луны, и, возможно, кольца появились у Сатурна далеко не с самого начала его существования. Между отдельными кольцами есть особенно заметный промежуток, который называют делением Кассини, и именно оттуда открывается один из самых узнаваемых видов Сатурна в любительские телескопы. Уровень Б. Здесь Солнечная система заканчивается совсем, и начинаются отдельные звезды и черные дыры, размеры которых уже с трудом укладываются в голове. До недавнего времени именно эта звезда носила титул самой большой известной звезды во Вселенной. Ювайк-Щита – красный гипергигант, чей диаметр примерно в 1700 раз больше солнечного. Если поместить Ювай-Щита в центр Солнечной системы, она поглотила бы все вплоть до орбиты Сатурна. Но у любого рекорда есть срок годности, и уже через минуту мы поговорим о звезде, которая отобрала у Ювай-Щита этот титул. Пока же представь звезду настолько большую, что современные аппараты долетали бы до ее поверхности не за месяцы, а за годы, даже стартовав из самого ее центра. Красные гипергиганты вообще одни из самых недолговечных типов звезд во Вселенной, потому что сжигают свое топливо с невероятной скоростью. Долгое время именно Ювай-Щита считалась абсолютным рекордсменом по размеру, пока более точные измерения расстояния до нее и уточненные методы расчета радиуса не показали, что титул, скорее всего, стоит передать другой звезде. Свое название она получила в честь созвездия Щита, а первые наблюдения этой звезды относятся еще к середине XIX века, задолго до того, как кто-либо понял, насколько она на самом деле огромна. Стефансон-2. 18. Именно так, с паузой, потому что за эти несколько секунд можно было бы облететь саму звезду по кругу со скоростью света. Стефансон 2.18, нынешний рекордсмен среди известных звезд, его радиус оценивается примерно в 2150 солнечных. Если бы он оказался на месте Солнца, то поглотил бы не только Землю и Марс, но и добрался бы почти до орбиты Юпитера. При этом сам звездный шар настолько разрежен, что его внешние слои больше похожи на туман, чем на твердую поверхность. Находится эта звезда в плотном звездном скоплении, спрятанном глубоко в пыли галактического диска, и разглядеть ее удается только в инфракрасном и радиодиапазоне. Она уже сжигает в своем ядре тяжелые элементы, а значит находится буквально на пороге собственной гибели. Когда топливо закончится окончательно, звезда взорвется как сверхновая и, вероятно, оставит после себя черную дыру, учитывая ее огромную изначальную массу. Название звезда получила в честь каталога красных сверхгигантов, составленного еще в конце 20 века. А сама она входит в состав плотного звездного скопления, которое астрономы иногда в шутку называют «домом престарелых» для умирающих гигантских звезд.
Тон 618. Это одна из самых массивных известных черных дыр во Вселенной. Ее масса оценивается примерно в 66 миллиардов масс Солнца. Это не звездная и даже не просто сверхмассивная черная дыра. Для таких монстров есть отдельный термин – ультрамассивная. Горизонт событий Тон 618 настолько огромен, что превышает размеры всей нашей Солнечной системы в несколько раз. Свет, попадающий в ее окрестности, разгоняет окружающий газ до такой температуры, что квазар в ее центре светит ярче триллионов Солнц одновременно. Окажись ты рядом, тебя разорвало бы приливными силами задолго до самого горизонта событий. Обнаружили этот объект еще в конце 50-х годов 20 века, но тогда никто не понимал, что именно нашли. Только спустя десятилетия по яркости и спектру удалось разгадать, что перед нами квазар, питаемый черной дырой невероятной массы. Газ, падающий на такую черную дыру, закручивается в раскаленный диск и разгоняется до огромных скоростей, а трение внутри этого диска и порождает то самое ослепительное свечение, которое мы видим с расстояния в миллиарды световых лет. Саму галактику, в центре которой все это происходит, разглядеть напрямую до сих пор невозможно, потому что свет квазара буквально забивает собой весь остальной свет вокруг. Само сокращение в названии происходит от обсерватории в Мексике, где этот объект впервые заметили, задолго до того, как кто-либо догадался, что перед ними самая настоящая черная дыра. Возле далекого квазара АПМ 08279 плюс 5255 астрономы обнаружили нечто неожиданное – облако водяного пара. Оно содержит примерно в 140 триллионов раз больше воды, чем есть во всех океанах Земли вместе взятых. Свет от этого облака шел к нам почти 12 миллиардов лет, а значит, мы видим его таким, каким оно было в очень ранней Вселенной. Вода в космосе оказалась значительно древнее и значительно масштабнее, чем можно было бы представить, и это самый ранний известный случай обнаружения воды за пределами нашей собственной галактики. Это облако нашли в 2011 году, и свет, который мы сейчас регистрируем, покинул квазар настолько давно, что показывает нам Вселенную в возрасте примерно 1,5 миллиарда лет от Большого взрыва. Несмотря на впечатляющий объем воды, вся она существует в виде разреженного пара, распределенного на колоссальном пространстве вокруг квазара, а вовсе не в виде какой-то единой жидкой массы. На сегодняшний день это по-прежнему крупнейший и самый далекий из известных резервуаров воды во всей наблюдаемой Вселенной. Войд Волопаса – одна из крупнейших известных пустот во Вселенной, ее диаметр составляет около 330 миллионов световых лет. В таком объеме пространства должно было бы находиться примерно 10 тысяч галактик. Вместо этого там нашли всего около 60. Если бы наша галактика оказалась в центре этой пустоты, мы бы не подозревали о существовании других галактик вплоть до 1960-х годов, когда телескопы наконец стали достаточно мощными, чтобы разглядеть хоть что-то за ее пределами. Этот войд заметила группа астрономов еще в начале 80-х годов, и с тех пор считается, что он образовался в результате слияния сразу нескольких меньших пустот в единую гигантскую полость. Ученые до сих пор спорят о точном механизме формирования подобных структур, связывая его с крошечными неоднородностями плотности материи в самой ранней Вселенной, задолго до появления первых звезд и галактик. Некоторые астрономы в шутку называют подобные структуры «великим ничто», хотя с научной точки зрения там все же есть хоть какое-то, пусть и крайне разреженное вещество. В 2015 году астрономы обнаружили нечто, что не должно было существовать. 9 гамма-всплесков, расположенных в форме идеального кольца в пространстве. Диаметр этого кольца составляет примерно 5,6 миллиарда световых лет. Это не единый объект, а структура, собранная из отдельных вспышек света, которые почему-то оказались выстроены в кольцо. Многие ученые до сих пор считают это случайным совпадением, но вероятность такого совпадения крайне мала, а альтернативного объяснения пока никто предложить не смог. Венгерские исследователи, проверяя эту структуру статистическими методами, получили вероятность случайного совпадения на уровне значительно меньше 1%. Это не доказывает существование какой-то новой физики, но заставляет задуматься, не скрывается ли за распределением гамма-всплесков во Вселенной какая-то закономерность, которую мы пока просто не в состоянии объяснить. При этом угловой размер этого кольца на небе настолько велик, что оно занимает заметную часть всего небосвода, несмотря на колоссальное расстояние до него. Скопление Эль-Гордо, что переводится с испанского как «толстяк», представляет собой результат столкновения двух отдельных скоплений галактик. Его масса примерно в 3000 раз превышает массу нашего Млечного Пути. Внутри него насчитывается до 3 миллионов миллиардов звезд. Находится оно на расстоянии примерно 7 миллиардов световых лет от нас, а значит, мы видим его таким, каким оно было еще до того, как сформировалась Земля. Такое столкновение двух скоплений случается крайне редко и длится сотни миллионов лет от начала и до конца.
Именно то, что Эль-Гордо родилось из столкновения двух отдельных скоплений, делает его отличной естественной лабораторией для изучения темной материи. При столкновении видимое вещество, звезды и газ, тормозится и отстает, тогда как невидимая темная материя проходит сквозь почти без сопротивления. И по гравитационному линзированию астрономы буквально видят, как эти два вида вещества разъезжаются в разные стороны. В официальных каталогах у скопления есть еще и куда менее запоминающееся техническое обозначение, но прозвище «толстяк» прижилось среди астрономов куда прочнее. Ланиакеа, что на гавайском означает «необъятные небеса», это наш собственный космический адрес. Она включает в себя примерно 100 тысяч галактик, в том числе наш Млечный Путь, и простирается примерно на 520 миллионов световых лет. Все галактики внутри Ланиакеи, включая нашу, медленно движутся в одном общем направлении, к таинственной области, которую называют Великим Аттрактором. Если бы Млечный Путь уменьшили до размера монеты, вся Ланиакеа была бы размером с целую страну, и даже это лишь один из множества подобных сверхскоплений во Вселенной. Название и границы этой структуры определили только в 2014 году. И что особенно интересно, границы Ланиакеи заданы не просто расстояниями, а именно общим направлением движения галактик. Сам Великий Аттрактор, к которому все это притягивается, частично скрыт от нас плоскостью Млечного Пути, поэтому его истинная природа до сих пор остается не до конца понятой. Любопытно, что и наша местная группа галактик, и даже гораздо более крупное сверхскопление Девы оказались всего лишь небольшими периферийными дольками внутри одной единственной Ланиакеи. ГБС сверхпустота, также известная как сверхпустота Эридана, является одной из крупнейших известных пустот во Вселенной, с диаметром до 1800 миллионов световых лет по некоторым оценкам, а значит она даже масштабнее Войда Волопаса, о котором мы говорили чуть раньше. Она также связана с одной из главных загадок современной космологии – необычно холодным пятном в реликтовом излучении Вселенной. Одни ученые считают, что это просто статистическая случайность, другие предполагают, что дело в остатках какой-то другой, более ранней Вселенной. Когда это холодное пятно только обнаружили, измерения даже сочли ошибкой оборудования, и только спустя годы дополнительных проверок аномалию признали настоящей. С тех пор предлагались самые разные объяснения, от скоплений сверхплотной темной энергии до буквально отпечатка соседней Вселенной, но ни одна из этих идей пока не стала общепринятой в науке. Есть даже отдельная гипотеза, что само наше расположение внутри необычно разряженной области пространства могло бы объяснить некоторые нестыковки в расчетах скорости расширения Вселенной, хотя эта идея тоже остается спорной. Стена Слоуна протянулась примерно на 1,38 миллиарда световых лет и содержит в себе сразу несколько сверхскоплений галактик. Она занимает примерно 1/60 диаметра всей наблюдаемой Вселенной. В отличие от некоторых других претендентов на звание крупнейшей структуры, существование стены Слоуна подтверждено значительно увереннее. Некоторые исследователи предполагают, что она может быть просто случайным совпадением расположения нескольких меньших структур, но большинство данных говорит в пользу ее реальности. Ее выявили благодаря масштабному обзору неба в начале 2000-х годов, и уже через несколько лет после открытия появилась научная работа, предлагающая рассматривать ее как случайное наложение трех меньших структур друг на друга. С тех пор эта дискуссия так и не была окончательно закрыта, хотя большинство астрономов сегодня склоняются к тому, что стена Слоуна вполне реальна. Долгое время именно она официально считалась крупнейшей известной структурой во Вселенной, пока более поздние открытия, включая два следующих объекта в нашем списке, не отодвинули ее на менее почетное место. В 2025 году астрономы официально описали структуру под названием Квипу, названную в честь древней инкской системы завязывания узелков для записи чисел. Квипу простирается примерно на 1,3 миллиарда световых лет и содержит массу порядка 200 квадриллионов Солнц. На сегодняшний день это крупнейшая структура во Вселенной, чье существование подтверждено достаточно надежно. Но у нее есть один куда более крупный конкурент, чья реальность до сих пор под вопросом. Обнаружила Квипу команда астрономов под руководством немецкого ученого, используя рентгеновские обзоры неба и точнейшие измерения расстояний до тысяч скоплений галактик. Вместе с еще 4 похожими сверхструктурами Квипу занимает лишь малую часть исследованного объема пространства, но при этом содержит огромную долю всех известных скоплений и всей материи в этой части Вселенной. Вместе с Квипу в том же исследовании нашли еще 4 похожие сверхструктуры, и одна из них — скопление Шепли. До этого открытия сама долгое время носила титул крупнейшей известной сверхструктуры ближней Вселенной. Стена Геркулес-Северная корона простирается примерно на 10 миллиардов световых лет, а значит формально это крупнейшая из когда-либо предложенных структур во Вселенной. Проблема в том, что многие ученые не уверены, что это вообще единый связанный объект, а не случайное совпадение расположения нескольких десятков отдельных гамма-всплесков.
Так что самый большой объект в этом списке может оказаться самым большим объектом во Вселенной, а может оказаться статистической иллюзией. Точного ответа пока не существует, и ты, возможно, доживешь до момента, когда его наконец найдут. По современным космологическим представлениям, структуры во Вселенной вообще не должны превышать примерно 1,2 миллиарда световых лет, и существование объекта размером в 10 миллиардов светолет прямо этому противоречит. Венгерские исследователи проводили статистические тесты на распределение входящих в нее гамма-всплесков и получили результаты, при которых случайное совпадение крайне маловероятно. Но убедительного и окончательного признания в научном сообществе эта структура пока так и не получила. Так что если Геркулес Северная Корона все же реально, наш список нужно будет переписывать заново. А если нет, то корону крупнейшего подтвержденного объекта во Вселенной по-прежнему носит Квипу. И даже это может быть не пределом. Вселенная явно еще не закончила удивлять. А значит, где-то там, возможно, уже ждет своего открытия что-то еще большее, чем все, что мы сегодня перечислили. Если хочешь знать все о космосе, подписывайся.